Здравствуйте, мои дорогие друзья, Бхарати Саярджан. Ну, события начинают стремительно развиваться вокруг Ирана, и готовится новая провокация, вернее, уже она подготавливается, и очень быстро и активно втянулись в эту провокацию Турция и Азербайджан. Как мы все знаем, уже слышали, что был нанесен якобы удар беспилотником в Нахичевань, и Азербайджан резко сделал заявление, вызвал посла Ирана в Азербайджане, предъявили ноту протеста. Алиев назвал это террористом, мы это никогда не забудем, объявил боевую готовность в вооруженных силах, отменены отпуска. О чем это все говорит? Я вам хочу заявить со всей ответственностью. Значит, судя по всему, идет подготовка к наземной операции США и Израиля, куда подключится Азербайджан, а следом за ними подключится Турция в рамках Шушинской декларации. Эта провокация была спланирована и осуществлена совместно с спецслужбами России. Ой, я извиняюсь, это была спланирована операция совместно со спецслужбами Израиля, Соединенных Штатов, возможно, Азербайджана и Турции. Я уверен, что никакого беспилотника Иран не запускал. Это целенаправленная акция. Это точно такая же акция, как Израиль и США начинали ударять по Кувейту, Саудовской Аравии, по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтяным вышкам, для того, чтобы развернуть, чтобы арабские страны открыли второй фронт, и сейчас планируется открытие третьего фронта с подключением уже Азербайджана и Турции. Слишком быстро все у них начало разворачиваться. Тут же пошли консультации по линии МИДа, по линии двух президентов, по линии Министерства обороны. Пошли сразу заявления о Шушинской декларации. Я вам хочу сказать, запланированная операция, куда Азербайджан захочет втянуться. Но если Азербайджан втянется в эту войну, то он не представляет, что его ждет. Азербайджан это не Саудовская Аравия, не Катар, не Кувейт. Да, они не сумеют противостоять Ирану, и первые же секунды будут уничтожены фактически все военные предприятия, о которых Иран знает, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, химические заводы и так далее. Это будет хаос. Дальше хочет, если втянуться Турция, для Турции это тоже бесследно не пройдет. Итак, мы сегодня видим с вами, что Азербайджан и Турция готовятся ударить в спину Ирану, как всегда, подло, из-под тишка, прикрываясь поддержкой Израиля и США. Но если Алиев такой смелый, пусть попробует без США и Израиля начать войну с Ираном один на один. И мы посмотрим, что там с Азербайджаном ровно через 15 минут будет. Итак, мы видим, как начинает развиваться информационная война, информационная подготовка. Как я вам уже раньше говорил, что границы между гибридной и конвенциональной войной давно стерты. Это и есть сейчас мы на наших глазах разворачиваются события по гибридной войне против Ирана, куда, судя по всему, втянутся и Турки, и Азербайджан. По нашим данным, то, что мы сегодня фиксируем, сейчас мы фиксируем подтягивание артиллерии тяжелой, минометных расчетов, подразделения спецназа подтягиваются к границам. Кое-что мы Ирану уже подсказали, где что он начинает, куда они начинают двигаться. У нас достаточно обширная информация с территории Азербайджана. Кое-что мы Ирану подсвечиваем, если где-то они что-то не видят. В том числе они обратят внимание, необходимо и в район Зангилана надо обратить внимание, там район особого внимания. И там они уже не раз проводили учения, эта подготовка уже идет давно. Таким образом, мы будем внимательно отслеживать и помогать Ирану в отношении информации о любых передвижениях, которые лично мы будем фиксировать и видеть через наши возможности и через наши информационные каналы на соседней территории. Поэтому мы обязаны быть рядом с иранским народом, который
против которого совершена неоправданная агрессия, неправовая агрессия, надуманные причины в реализации мечты Нетаньяху, который 40 лет мечтает уничтожить иранское государство. Давайте сейчас посмотрим короткий репортаж о якобы беспилотнике, прилетевшего с иранской стороны. То есть Иран там в других странах уничтожает точечно, прям миллиметр в миллиметр военные объекты, а тут он не мог ударить по Азербайджану, там куда-то он захотел ударить и куда-то не попал, да? Но это сказка. Специально было это сделано рядом со школой, рядом с аэродромом, чтобы продемонстрировать, видите, как насколько опасно. Если бы Иран захотел бы куда-нибудь ударить, он бы ударил, поверьте. Это провокация, возможно, сам Азербайджан запустил беспилотник, Израиль, Соединенные Штаты или та же Турция помогла. Но против Азербайджана, я знаю, как эти операции делают, я сам подобного рода операции могу применить, я знаю эти навыки, методы, формы, как это все работает. И давайте посмотрим вот небольшой короткий ролик, как это в Нахичеване было. Итак, мы видим, что это никакой не Иран, это всего лишь имитация удара, это информационная подготовка в чистом виде, боевая информационная подготовка военно-политического характера о создании почвы для вступления в войну Азербайджана. Но Азербайджан за это очень сильно пострадает и очень сильно пожалеет. Вот. Итак, вы видите у меня фотографию ребенка, это внучка Аятоллы Хомейни, которую убили. Вот с ними воюет Нетаньяху и с ними воюет Трамп. Два военных преступника, которые первыми развязали войну против Исламской Республики Иран, необоснованно, неоправданно, по надуманным причинам, идет под носом у русских. И я, по сути, потому что Россия молчит, Кремль молчит, судя по всему, действия согласованные с американцами, с израильтянами. Другого у меня ответа на это как бы нету, потому что Россия никогда бы не могла согласиться на то, чтобы без ее участия здесь что-то перекраивалось. Возможно, России есть какой-то свой интерес для того, чтобы с Ираном расправиться. В противном бы случае Россия уже применила бы все свои силы и средства, и дипломатические, и конвенциальные, для того, чтобы остановить, и даже неконвенциальные угрозы могла бы применить, для того, чтобы эту войну остановить. Судя по тому, как ведет себя Кремль, они в этом заинтересованы. Это сугубо моя оценка. По-другому мнение, по-другому я это расценить не могу. И мы видим на этом фоне, давайте посмотрим, кто сегодня такой Трамп в Соединенных Штатах. Человек, который еще недавно Мецу заявлял, что он всех любит, его все любят, его портреты обнимают, хвостунишка, говорит, что женщина там с каким-то его портретом, она, наверное, в этот момент в этот портрет плевала, а не обнимала. Итак, недавно Трамп посещал большое, огромное мероприятие, и люди, прибывшие на его речь, не дали ему произнести ни одного слова с требованием подать в отставку, уйти, его арестовать и так далее. Народ Соединенных Штатов понимает, кто такой Трамп, что такое Трамп. Соединенных Штатов Америки не существует, это Израиль 2.0. Вот. Израиль хочет воевать с Ираном, пожалуйста, никаких вопросов, воюйте один на один. А втягивать весь арабский мир и втягивать Соединенные Штаты, ну, это демонстрация трусости. Израиль бы один на один никогда бы с Ираном бы не потянул. Просто не потянул. Поэтому давайте посмотрим, как любит народ Соединенных Штатов Трампа, которому даже не дали открыть рот, плюнули на то, что он президент, и его просто освистали. Давайте посмотрим, этот ролик небольшой.
Итак, мы видели с вами, как вот приветствуют Трампа. 27% в Соединенных Штатах населения всего лишь поддерживает войну против Ирана. Подавляющее большинство не поддерживает. Более того, вам хочу сказать, что эту войну не поддерживают и ветераны морской пехоты, офицеры морской пехоты. У меня есть друг, офицер морской пехоты Соединенных Штатов. Не могу говорить, правда, где он служит, в каких подразделениях. Там. То есть о нем я говорить ничего не могу, но я с ним разговаривал, и он говорит, что армия возмущена, в шоке, и считают, что они не обязаны воевать и вообще не должны воевать, или чтобы их боевые друзья погибали за Нетаньяху. Вообще в американской армии очень и очень плохие настроения в этом направлении. Вот. А те, которые считают, что Армения должна себя вести по-другому, есть такие ублюдки, там вещают с утра до вечера непонятно о чем. А армяшки, которых там поддерживают, такое же быдло, вот, значит, не понимают одной вещи. Еще раз хочу сказать, мы против еврейского народа ничего не имеем. Но на руках израильского правительства есть армянская кровь. Они поставляли, поставляют и будут поставлять оружие Азербайджану. Делают деньги на крови армянского солдата и за счет интересов армянской национальной безопасности и обороноспособности. Поэтому мы на данном этапе, пока действует вот эта оголтелая верхушка в Израиле в лице этих сволочей, которые убивают детей в Иране, мы действовать не можем. И еще раз хочу сказать определенным армянам, которые должны понимать, что у вас должна быть проармянская позиция с учетом армянских интересов, а не ваша сволочная позиция. Израиль продолжает поставлять оружие и боеприпасы Азербайджану. Поэтому мы никаких отношений, ни о каком мире, добрососедстве с Израилем пока говорить не можем. Это ни в коем случае не имеет отношения никакого к еврейскому народу. Я говорю лишь о том, что израильское правительство является нашим врагом. До тех пор, пока она будет вооружать нашего врага, она будет являться нашим врагом. Именно Нетаньяху и его кабинет. Придут другие правители, которые пересмотрят свои решения, а не в угоду нефти и газу с Азербайджана, где они там получают сумасшедшие миллионные откаты, а потом все это перекладывают на плечи израильтян в цене газа на нефть и нефтепродуктов, где их ВПК зарабатывает деньги за счет крови израильского солдата. Вот. Поэтому я еще раз хочу сказать, что ничего плохого и против еврейского самого народа мы не имеем. Но правительство, которое вооружает и на руках которого есть армянская кровь, и которое принимало участие, по сути, в гибридной войне против нас, поставляя оружие, бесперебойное во время войны в том числе, это правительство является врагом армянского государства и армянской нации. Именно правительство, а не народ. Еще раз для особо одаренных и тупых долбоебов подчеркиваю. Итак, что происходит в самих Соединенных Штатах? Ветераны морской пехоты, от имени офицеров морской пехоты, подразделений морской пехоты, ветераны, все встали на дыбы и кричат о том, что Соединенные Штаты не должны умирать за Нетаньяху, за Израиль. Это не дело Соединенных Штатов. Но поскольку Соединенные Штаты, есть несколько государств, которые можно назвать. Например, Израиль. Израиль 2.0 это Соединенные Штаты. Израиль 3.0 это Россия, где там тоже все рулится в интересах Израиля. И все в руках там определенной группы лиц. Но мы сейчас говорим об Израиле 2.0. А Израиль 3.0 молчит, там полупотерявшим сознание лежит. Итак, давайте посмотрим ролик, как сломали руку ветерану морской пехоты, вытаскивая его из зала в присутствии сенаторов, позорников, ублюдков, которые позволяют убивать в Иране детей, мирное население, разрушать города, и этим скотам думается, что они могут напасть на суверенное государство. Вы все особо сильно не радуйтесь. Завтра с вами будут поступать точно так же. Американцы открыли ящик Пандоры. Американцы развязали руки всем, кто хочет на кого-то напасть или у кого есть какие-то счеты с кем-то. И нас эта участь тоже не минует. И Азербайджан эту участь не минует. Завтра Россия скажет, я возвращаю весь Советский Союз, и Азербайджан будет оккупирован в течение 5 часов.
полностью. То есть Латинская Америка начнет войны между собой, африканские страны начнут войны между собой, арабские страны начнут между собой войны. То есть я хочу сказать, что особо сильно не радуйтесь там и не кайфуйте. А те, кто радуется ежедневным бомбардировкам, убийствам детей, вот этой красивой девочки, желаю, чтобы в ваших семьях было такое же горе, чтобы вы на своей жопе это испытали. Всех, я говорю, это касается только тех, кто счастлив от того, что убивают иранцев. Вот желаю вам, чтобы то же самое произошло и в ваших семьях. Все, кто мечтает об убийстве иранского народа. Также радовались вы и смертям армян, многие государства. Также многие, сейчас вы своей кровью жопой расплачиваетесь за все это. Также вы радовались за смерть украинцев, кто-то радуется за смерть русских. Вот, смотрите, стадо сегодня, да, это уже не люди, которые всему этому радуются. Не радуются. Это уже не люди. А смертям наших врагов мы всегда будем рады. Все, кто желал смерти нам, мы желаем смерти им. Все, кто желал смерти нам, все, кто являются нашими врагами. В открытую наши враги, мы будем против них с вашими врагами. Все, кто против нас. Кто не против нас, это наши друзья. Или как минимум нейтральные. И давайте сейчас посмотрим, как ветераны морской пехоты Соединенных Штатов ломают руку в зале в присутствии сенаторов и генералов и офицеров американской армии, который озвучил правду, то настроение, которое царит повально в рядах вооруженных сил Соединенных Штатов. Итак, давайте посмотрим. Американцы не должны воевать за Израиль. Пошел вперед. Американцы не должны отправлять своих детей за Израиль. И тот факт, что вы не можете это озвучивать, показывает на то, насколько вы не способны. Это неправильно. Никто не хочет воевать за Израиль. Эй, остановитесь, эй! Пожалуйста, встаньте, как морпехи. За морпехов встаньте. Встаньте за Америку. Никто не хочет воевать за Израиль. Его рука. Ему сломали руку. Сенатор США сломал ему руку. Сам сенатор сломал ему руку. Оставьте его в покое, оставьте. Ставьте кто-нибудь, помогите ему, он же морпех. Посмотрите на себя, вы же как роботы. Вы даже не смотрите. Вы даже не хотите повернуться. Посмотрите на себя. Боже, что же происходит? Это прям генералы и не смотрят. О, Господи, что же происходит? Вы же как роботы. Позор. Итак, мы с вами стали свидетелями, видим, как в Соединенных Штатах заламывают руку боевому офицеру, ветерану, ломают руку при этом. В зале паника, крик, шум. Для Трампа и Нетаньяху это так не пройдет. Тем более вы все знаете, что в отношении Трампа, вернее, в отношении Нетаньяху существуют уголовные дела международные. И думаю, что это убийство детей в Иране просто так не сойдет. Не сойдет. Никому, ни американцам, ни Нетаньяху. И те страны, Азербайджан и Турция, которые сейчас готовят уже специальную операцию против Ирана, и Азербайджан такой осмелевший выставил туда свои войска, стал подтягивать. Послушайте, одним ударом Иран просто вас сметет. Куда вы, бараны, лезете? Куда вы лезете? Вы сейчас под этот шумок, что вам там обещали, провинции отдать? Вы сами превратитесь в губернию Ирана. И думаю, что это историческое время наступило. А дальше мы будем, как говорится, посмотреть.
Итак, соотношение возможностей начала сухопутной операции становится очень велико. Американцы вошли в эту войну вместе с Израилем, и мы можем констатировать один факт. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль совместно, объединившись, не тянут войну против Ирана. Они не в состоянии победить, это они уже поняли. Теперь они просят коалицию Эпштейна, так называемую в прошлом это НАТО, вступить в войну против Ирана. Они уже не дотягивают. Испания, дай бог, чтобы не вступила, как она и не собирается вступать. Надеюсь, что Франция тоже не вступит, Италия тоже не вступит, Греция не вступит, Кипр не вступит. Никто из европейцев не должен вступать в войну против независимого суверенного государства. А Мец, который там заговорил о терроризме, там, то уж пускай помолчит. Мы вам еще долго что там можем с 41 года по 45 помнить. Куда ты лезешь? Где твоя война? Какой ты там, о какой демократии ты говоришь? У тебя люди на улицу в Германии выходят с протестами, вы их поливаете там водометами, избиваете дубинками, женщинам своим немецким, которые вынуждены ходить с ножами в руках от вашего этого самого, от вашей миграционной политики. Каждый день в Германии убийства, изнасилования, нападения этими африканцами, сенегальцами, алжирцами, не знаю еще кем там, какой-то только там сброд не приезжает. Нападения на германских девушек, женщин, изнасилования, убийства. Немецкие женщины вынуждены ходить с ножами в сумке. Эти сумки проверяют, у них изымают. Полицейские немецким женщинам руки выкручивают. Вы станьте нормально сначала государством, вы уже превратились в Германия-Аббат. У вас скоро немцев в Германии не останется, от вас скоро ничего не останется. Ни от вашей культуры, ни от нации, ни от германского духа, скоро ничего не останется. Вы скоро сами будете ходить в чалме и в чадре. И будете на коленях стоять, читать намазы по всей Германии. Поэтому Германия не имеет права нападать на суверенное государство. Один раз в 1941 году вы уже, в 1939 вы уже развязали, когда нападали на суверенные государства, которые вам ничем не обязаны были, ничего вам не сделали. Хотя Германия начинает опять свой путь 1939 года. Хочет принять участие в войне. Немецкий народ должен остановить этих воинствующих псов в политике Германии и не допустить убийства Ирана и расчленения этого государства, и уничтожения этого государства. Немецкий народ должен проснуться и дать Мецу пинка поджат и за шкирку выкинуть его с кресла канцлера. Канцлеру Германии пора вспомнить 1939 год и 1945 год. Как начинал и как закончил. Привычка нападать возобновилась, что ли? Мало было всего. Я надеюсь, что один из самых величайших премьер-министров Европы сегодня, Италии, Мелони, она, думаю, сыграет свою роль и не допустит нападения на Иран и европейских стран. Думаю, что Макрон тоже должен прийти в сознание, а не становиться на коленях перед Трампом. Трамп никто, зовут его никак. Вот его уже американский народ ненавидит. Трамп это чудовище, это сатана, но сатана 21 века. Один был в 20 веке. Все мы его знаем. Под Рейхстагом его сожгли. Сейчас появился новый ублюдок. Сатана, который пьет просто кровь на ровном месте у людей. Еще раз хочу сказать, мои дорогие соотечественники, война против Ирана будет иметь, если это закончится так, как планируют Израиль и Соединенные Штаты, для Армении это будет иметь самые печальные последствия. Еще раз вам хочу сказать и вас предупредить. Будет иметь самые негативные. Это будет иметь в том числе последствия и для Азербайджана, и для Грузии, и для региона в целом. Про русских я молчу, они свою дорогу самоубийства государства уже приняли и тихо, молча
уже идут на поводу, кто убивает их государство. Это выбор русского государства. Но мы не русское государство, мы армянское государство, мы должны думать о себе. К сожалению, у нас ни оппозиции, ни власти. У нас черти, что творится в стране. И когда смотришь, о чем люди говорят, что люди пишут, как вами легко манипулируют. За вас и обидно. Армяне, что стало с вами, что с вашим интеллектом стало? Как легко вами играют и манипулируют. Военной операции успеха не будет. Значит, ракеты ПВО на Ближнем Востоке истощаются. Иран их истощает. В Израиле их недостаточно. Они уже дают сбой, работают неэффективно. Наземная операция, в случае начала наземной операции, это будут десятки тысяч убитых солдат израильской армии, американцев, и если Азербайджан туда пойдет, и азербайджанская армия. Азербайджан, как всегда, себя ведет, как и должен вести себя варвар. Он пытается вместе с сильной коалицией сейчас ударить по ножом в спину Ирану. А вы, армяне, должны помнить, что в первую войну мы благодаря Ирану выживали экономически. Экономически Иран был с нами. И если бы не поставки продуктов питания и бензина, дизельного топлива, газа и так далее, Армении бы не было. Тогда не Россия нам помогала экономически выживать. У России самих на полках были барбарийские и ирийские. Иран нам помогал продуктами питания выживать и так далее. Поэтому я хочу сказать, что судя по тому, как Азербайджан начал быстро разворачивать свои вооруженные силы, как быстро сделали заявление министра иностранных дел, министр обороны, Алиев, тут же пошли консультации с Турцией. Это операция по удару по Ирану согласованный факт. Азербайджан и Турция в сговоре с Израилем и Соединенными Штатами и готовятся нанести удар в спину Ирану. К сожалению, сегодня во власти Никол Пашинян. Но мы должны быть готовыми к любому развитию ситуации. Сегодня Азербайджан демонстрирует накопление своих войск на границе с Ираном, но это может быть обманом, и очень легко могут войска развернуть в течение 1-2 часов и развернуться и пойти в нашу сторону. Поэтому наши вооруженные силы должны быть в режиме боевой готовности. Должны быть готовы институты по мобилизации. Правительство должно сформировать пакеты, документы, особые распоряжения на случай необходимости, чтобы мы в считанные часы могли мобилизовать целую страну. Нельзя верить Азербайджану. Нельзя исключать, что он может развернуть войска к нам, демонстрируя, что он готовит это против Ирана. Ситуация в регионе накаляется. К сожалению, России как игрока на территории Южного Кавказа больше не существует. Ее даже не существует и на границе с Ираном. Россию как бы здесь, как игрока, мы просто выводим за линию. Да? У нее офсайд. Все, аут. За линией футбольного матча находится. Поэтому вся надежда только на нас. На наш народ, на наших офицеров, генералов. На правительство надеяться не надо. Правительство с управлением не только не справится, но и все провалит, и все будет очень плохо, если случится какой-то серьезный кризис. Эта власть недееспособна. Поэтому армия должна принять свои шаги, не согласовывая ее с премьер-министром, с президентом или еще с кем-либо. Сейчас в ежедневном режиме вооруженные силы должны потребовать постоянно ежедневного проведения Совета Безопасности, создания различных мониторинговых групп, оперативных штабов. И все мониторить. И все должно быть на расстоянии вытянутой руки, чтобы в случае чего мы тут же начали свои активные действия и организовали общенациональную мобилизацию при необходимости. Ситуация не шуточная, и к ней просто так подходить легкомысленно нельзя. На это все, мои дорогие друзья, мы отслеживаем ситуацию, и при изменении ситуации мы тут же выйдем в эфир.